Канал «Предприниматель Инфо». Компаниям и ИП выплатят по 3 МРОТ. Инструкция, как получить деньги. Чтобы правильно учесть зарплатные субсидии, которые правительство начало выдавать компаниям и индивидуальным предпринимателям уже с 22 марта, воспользуйтесь этой рекомендацией. В этом видео вы найдете необходимую информацию, как учитывать аналогичную госпомощь в бухгалтерском и налоговом учете, а также что учесть при приеме и оформлении новых сотрудников. Друзья, не забудьте поставить лайк и подписаться на этот канал. Вас ждет много интересных видео-новостей из мира финансов, бухгалтерии, права, кадрового дела и изменений законодательства. Субсидия в размере 3 МРОТ на новых сотрудников. Работодатели могут получить от ФСС субсидии для компенсации расходов на выплату зарплаты трудоустроенным безработным гражданам. Размер субсидии составляет 3 МРОТ на каждого принятого работника. Правила выплаты субсидий правительство утвердило в постановлении от 13 марта 2021 года номер 362. Документ вступил в силу 22 марта 2021 года. Кто может получить субсидию? Чиновники установили требования для получателей субсидии. Пункт 5 правил. Работодатель зарегистрирован до 1 января 2021 года, отсутствуют долги по зарплате, налогам, страховым взносам на дату подачи заявления. Работодатель не проходил ликвидацию, реорганизацию, кроме присоединения, банкротства. Безработных приняли на полный рабочий день, им выплачивают зарплату не ниже МРОТ и так далее. Скачать постановление правительства России от 13 марта 2021 года номер 362 вы можете под видео в описании. На каких работников можно получить субсидию? Работодатели получат субсидию на принятых безработных, которые, пункт 2 правил. На 1 января 2021 года и на момент направления к работодателю числились в службе занятости безработными. На дату приема на работу к данному работодателю не имели работы или другой занятости. Например, не были индивидуальными предпринимателями или самозанятыми, главами крестьянского, фермерского хозяйства или директорами, единственными учредителями юрлица. Какую сумму можно получить? На каждого принятого безработного выделят 1 МРОТ с учетом страховых взносов и районного коэффициента. Выплату перечислят трижды по истечении 1, 3 и 6 месяца работы таких сотрудников. Пункт 9 и 10 правил. Как получить субсидию? Чтобы получить субсидию, необходимо направить заявление через портал «Работа в России». Здесь чиновники привели пошаговый алгоритм. Вначале нужно подать заявление о подборе работников. Скачать алгоритм получения субсидии вы можете под видео в описании. На основании заявления работодателя Центр занятости подберет кандидатов. Через месяц после того, как принятый работник приступил к исполнению обязанностей, можно направить заявление о включении работодателя в реестр для предоставления субсидии. ФСС проверит информацию и примет решение о выплате денег. Пункт 16 и 19 правил. В каких случаях субсидию придется вернуть? Принятый работник болел и получал пособие. Часть полученных денег придется вернуть, если в первые полгода работник болел и получал пособие по временной нетрудоспособности за счет ФСС. Возвращенная сумма будет равна сумме пособия. Пункт 33 правил. Увольнение принятых безработных. Чиновники дают субсидию, чтобы решить проблему занятости. От работодателей ждут, чтобы они сохранили занятость трудоустроенных безработных не менее чем на 80% по состоянию на 15 декабря 2021 года. Чиновники проверят этот факт на основании сведений из ПФР по каналам межведомственного взаимодействия. Пункт 35 правил.
Если по состоянию на 15 декабря 2021 года у работодателя будет трудиться меньше 80% принятых безработных, часть полученных средств придется вернуть. Чиновники дали формулу, чтобы рассчитать возвращаемую сумму. Она представлена на вашем экране. Скачать ее можно под видео в описании. Избежать возврата субсидии в случае увольнения принятых безработных можно. Для этого нужно документально подтвердить, что наступили обстоятельства непреодолимой силы, при которых невозможно сохранить 80% принятых безработных. Пункт 38 правил. Друзья, поддержите канал Предприниматель Инфо, подпишитесь и поставьте лайк. Впереди много интересного. До встречи! Также, если у вас возникло острое желание высказаться об увиденном и услышанном, не сдерживайте себя.